Я вообще не знаю, как интровертам можно в Албании выжить. Это вообще нереально. Кстати говоря, вот принесли ребра. Помидоры, овощи. Едешь ты в Албанию, но... Ну, цены такие же, как в России. Без божьей помощи. Албанский сервис. Привыкайте, сервиса нет как бы. Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально прошел год с моего прошлого видео про Албанию. И, честно говоря, я думал, что я больше уже ничего не буду снимать про эту страну. Настолько я уже разочаровался в какой-то степени страной. Или уже для себя какие-то выводы сделал. Но, тем не менее, вот прошел год, и я снова в Албании. И хочу сегодняшний ролик посвятить тому, что буду рассказывать вам про изменения в городе. Конкретно во Влёре. Потому что мы с вами находимся в прекрасном городе Влёра. Мы находимся на улице Трансбалканика. Это такая магистраль входа в город. По сути, когда вы заезжаете в город, вы проезжаете вот по этой улице. И мы находимся на одной интересной локации. Это супермаркет Хасо. И этот супермаркет, он весьма большой, и там можно много чего найти. Ну, как вы видите, люди тут вот так вот, бесцеремонно проезжать, мешать. В Хасо можете закупиться весьма неплохо продуктами здесь. Но, конечно же, есть также специализированные магазины, где можно все отдельно прикупить себе. Допустим, тоже мясо или сыры, потому что в Хасо, выбор этого весьма скудный. Недавно, что изменилось за последний год, там также появился второй этаж с домашними товарами разнообразными. Как вы видите. Так вот, домашние товары разнообразные. То есть все для дома можно докупить там. Еще не проверял, но, возможно, в этом видео также там посмотрим. А так, в принципе, да, выбор супермаркетов не очень большой. У нас есть Конад, у нас есть Хасо. И даже в прошлых роликах я, в принципе, делал обзор цен. Но сегодня, я думаю, мы также хотя бы частично это затронем. Также будут последующие ролики, где мы будем анализировать цены в городе и в супермаркетах в частности. Дорогие друзья, в общем-то, если хочется недорого перекусить в Албании, то вот хорошо подходит пита арабика. Пита Джони название места. Пита арабика — это, в общем-то, шавуха, которую вот мы взяли дома похавать. Там, значит, у нас с картошечкой, с мяском, совсем. Цена, в принципе, адекватная. 300 лек, то есть 3 евро за одну шавуху. Вот. 700 лек, суммарно, то есть 350 лек, на самом деле, за одну шавуху. И еще разные варианты можно взять на тарелке, допустим. Вот тут разложить, чтобы вам так все более приятно сервировали. Весьма вкусно. Давайте, дорогие друзья, зайдем в сам супермаркет Хасо и посмотрим, что там есть вообще. Заходим, смотрим. Такой вот, считайте, магнит. Вот смотрите, есть стандартная Активия, да? Вот в таких вот упаковочках. 750 лек, а это цена за... 8 или 10 штук. За 10 штук цена, вот, собственно говоря, 750 лек. 8 штук. Смотрите, дальше есть сметана, которую часто очень покупают русскоязычные жители города Влёра. 250 за 450 грамм, вот она здесь. Вот, можно здесь прикупить себе и такое чудо. Цены зачастую рандомные, в том плане, что их часто нет. Но здесь у нас все есть. Вот кефир даже есть, греческий за 160 лек, но я этот не беру. Смотрите, друзья, также есть йогурты Эрзени, такой вот интересный. 60 лек стоит за вот одну упаковку. Он очень вкусный, разные вкусы есть. Допустим, черешня, здесь блюбери. Вот. И стробери. И также есть стробери. Сейчас цена 60 лек, хотя обычно, в принципе, зачастую они стоят 45 лек. То есть получается по цене примерно 40-60 центов. То есть очень и очень выгодно, особенно если сравнивать по европейским меркам. Сыры зачастую я беру отдельно, но вот раньше я брал когда-то в Конаде, помню, в другом супермаркете вот такие вот итальянские сыры. Они очень вкусные, но цены, конечно, вот видите сами, 1000 или 950 лек, как бы не очень дешево. Вот. А албанские сыры, они подешевле. Вот даже нарезочка есть за 180 лек, за 260 лек. То есть, в принципе, какой-то выбор есть. Также есть сливочное масло за 400 лек, допустим, за 185 лек. Вы смотрите сами цены. Оценивайте, насколько это отличается от вашего региона. Морепродукты, вот 3500 лек, вот такая большая бадья. Но, честно говоря, не советую вам никогда покупать все это дело в супермаркетах. Лучше это все брать в отдельных лавках. Почему? Потому что, местные не покупают обычно так. А я вам так скажу, нужно брать всегда то, что берут местные. Почему? По той простой причине, что может быть не свежее. Колбасы я тоже никогда не видел, чтобы албанцы прям брали. То есть, вы смотрите цену на них, там 340 лек, допустим, за такую вот колбасную палку. 700 лек. Есть варианты, но, честно говоря, я вам не советовал бы брать это. Сырно-мясные нарезки за 300 лек. Я вот такие с собой брал часто, чтобы, допустим, сходить на пляж. То есть, с одной стороны есть сыр находится, с другой стороны вот мясо вот такое. Мясо такое, знаете, только одно название от мяса. Колбаса, по большому счету, да. То есть, ничего хорошего в этом нет. И, опять же, это не советую. Очень много всего из этого ассортимента есть, но не советую. Дальше. Непосредственно у нас здесь различная молочная продукция. Вот, допустим, я советую вот диали.
Вот, он стоит что-то 50-60 лек, то есть где-то 50-60 центов, что-то вроде того. Неплохой вариант освежиться в горячую погоду. Также есть айран. Вот также есть Кос Zero, стоит 40 лек. Очень такой освежающий, тоже, вернее, это не йогурт, а больше как... термостатный йогурт. Вот, плотный, вкусный йогурт. Советую. Потом есть молоко. 190 лек за 1,5 литра, вот за большую упаковку. Вот такие вот цены. Дальше смотрим стандартный набор различных вот орешков. Но опять же, на вот такие вот упаковочные я вам брать не советую, потому что цены всегда дороже, чем на развес. Ну, наверное, вы и так это все знаете. Чипсы, пожалуйста, вот вам 190 лек за вот Лейс. Ну и различная продукция, сухое там разнообразное молоко, которое хранится вечно, которое никто никогда не берет. Я даже не видел никогда, чтобы албанцы к этому всему прикасались. Ну, нутелла еще вот есть разве что. Нутелла у нас что? 1000 лек за большую банку получается. Я никогда не советовал бы вам покупать такое. Но если вам это нравится, то, пожалуйста, вот вам цены. 6 штук, 3240 лек, допустим. Часто очень делается скидка, когда берете много. То есть, если вот прям сразу много собираете, то вам делают даже скидку какую-то на кассе. Я вам хочу сказать, друзья, что этот магазин в основном оптовый. То есть, видите, здесь вот так все раскидано, не очень хорошо рассортировано. Потому что те, кто любит вот такую красивую сортировку, сервировку всего на полках, лучше ехать вот Конад. Но в Конаде там цены какие-то конские, и я скажу так, что оно не соответствует качеству. Да там даже какие-то нарезки есть. Я в прошлых видео снимал, но, в общем-то, не советую. Вот, пожалуйста, оптовый магазин. Все можно подкупить. Но минус такой, что хаос. Хаотично все. Смотрите, друзья, вот есть цены на овощи и фрукты здесь. Но не советую тут брать, потому что в отдельных лавках на улице, да, обычно цены лучше. Ну, хотя вот, допустим, яйца есть, в принципе, недорогие. Тут адекватные цены. Ну, в принципе, яйца тут есть упакованные в коробочках. Вот есть мороженое, то есть тоже неплохое. Но все-таки я советую вам брать все отдельно в отдельных лавках. Не фокусироваться на магазине. Ну, просто вот такая особенность Албании, что отдельно всегда лучше и выгоднее. И местные берут, делают именно так. А я, как уже сказал, всегда нужно повторять за тем, что делают местные. Хотя вот даже арбузы есть, но они какие-то желтые здесь, да, что-то не то. Старые. То есть не советую вам тут брать ничего. В плане фруктов, овощей. Кому интересно, есть хлеб. Вот такие вот булки за 60 лек за одну булочку. За одну булочку, интересно, или за две? Вот это вот за одну, только за одну булочку, да. Но здесь, говорят, неплохой хлеб. То есть к вечеру обычно все разбирается. Мясной и сырный отдел. Здесь иногда можно взять неплохое мясо урвать. А также цыпленка, допустим. Пожалуйста, вот есть также и курица. Иногда берем 370 лек за килограмм, 500 лек за килограмм. Довольно много разных опций по мясу. Ну вот, смотрите, говядина 1300 лек за килограмм. А это вот не говядина, а 1100. Это тоже говядина. только с косточкой. С косточкой 1100, чуть дешевле. То есть, в принципе, вот такие вот цены. Сравнивайте, какие вот у вас есть. Смотрите, снова чипсы, стандартный набор. А тут уже у нас разные вещи для дома. Ватные палочки, допустим. Губки, вот смотрите, что-то по 200 лек наборчик. Неплохо, в принципе. Спанч для детей 200 лек. Губка, то бишь. Вот различные штуки для посуды, фольга. Фольга у нас почем? 800 лек за вот такой вот рулон. Ну, в принципе, неплохо. Есть также и одноразовая посуда. Для вот тарелки 600 лек, 300. В принципе, я помню, не знаю, как вот в Питере те же цены примерно на все вот это вот барахло. То есть хозтовары в наличии имеются. Так как магазин оптовый, то у нас можно накупить вот такие вот бодяги с, значит, газировкой, допустим. Оранж сода, значит, вот какое-то итальянское что-то. Одна упаковка 540 лек. Хотя, мне кажется... ну тут 4 штуки, допустим, вполне могу поверить. Такие 6 штук, да. 6 штук, 540 лек, допустим. Доктор Фрут, хотя, видите, написано одно. Иви Рико, а это никакой не Иви, такой-то Доктор Фрут. То есть, обращайте внимание, зачастую это вообще не соответствует действительности. Ну, хотя бы, вот когда вот одна бутылка, все сразу понятно. Иви Рико, 170 лек вот за такую. Короче говоря, друзья, имеет смысл покупать упаковками, потому что сильно дешевле может быть. Вот, допустим, 65 лек за одну штучку. Наборы для питания животных, кошечек, собачек. А вот дальше я себе покупал тоже разные мусорки, хозяйственные штуки разнообразные. Ну, к примеру, смотрите, можно вот посмотреть себе швабры для дома, да? Швабры там для подметания. Все дело здесь у нас имеется. Какую-то из этих мусорок я даже себе брал. Но тут этой модели уже нету. Можно прикупить либо на форумах разнообразных. Там свои вавлёри какие-нибудь еще. Не буду рекламировать. Смотрите, вот есть
За 2500 лек прям цена написана на этом баке. Хотя часто очень бывает такое, что мы смотрим цену и не понимаем, потому что это спрашивать нужно на кассе. То есть, ну, как-то вообще непонятно. Вот, допустим, цена. Что это за цена? Непонятно, какая цена. 400 лек вот за вот эту штуку. Мусорные пакеты, например. Ну, то есть, да, можно закупиться. А это что такое, не знаю. Ну это для мытья полов, да? Сюда вода заливается для мытья полов. Друзья, смотрите, еще вот интересно. Я помню, один раз попал в конфуз от того, что я смотрю, палки есть, а как к чему подобрать? Оно как бы, ну, вроде подходит, хотя, видите, надо еще подобрать и узнать, что к чему. Ну, то есть в Албании полный хаос некоторый с этим всем. То есть все накидано, сами разбирайтесь, что к чему, потом на кассе выясняйте цену. Зачастую цена отличается от того, что написано на упаковке или вот на этом вот так называемом стикере. Значит, кому нужны различные средства для мытья посуды, вот они здесь. Цена, опять же, что здесь написано? 230 лека за одну штуку, или же 16 штук за 3200 лек. Смотрите, в принципе, ну, адекватно. Если там у вас какой-то бизнес, допустим, удобно затариваться вот так вот. 300 лек, 350 лек, 290, 280. Ну, вот такие вот у нас тут цены. Катерина, скажите, пожалуйста, вот цены на эту продукцию. Ну, цены такие же, как в России. Вот, на мой взгляд, я часто езжу туда-сюда. Цены примерно одинаковые. Вот на такую продукцию, на чистящие средства, на стиральные порошки, на ополаскиватели. Оптом я, конечно, не покупаю, оптом выгоднее, но я не вижу большой разницы. Oh, money. Короче говоря, смотрите, это женское белье. Вот 149 лек написано. А что именно из этого, сами решайте. 150 лек написано, 99. Сами выбираете, сами смотрите, потом на кассе выясняйте. Каждый раз это будет сюрприз. Если не хотите свалки, то идете в специализированный магазин, допустим, LC, Waikiki или что-то такое подобное ему, который в Флёре тоже есть. Кстати, смотрите, также можно купить суп 600 лек. Вот такая небольшая, крохотная баночка. Тут у нас 4 литра этого самого супа томатного. Я думаю, хватит его, в принципе, надолго. Смотрите, джемы разнообразные. Ну, тут написано сразу, что это итальянский продукт. Вот. И тут у нас по 300 лек, 380 лек и такая подобная этому цена. 400 лек. Дима, смотри, тут джемы. А твой джем какой самый любимый, напомни? Слушай, мое самое любимое, конечно же, это фиговое. Вот. Тут даже написано фиг. Вообще я и фиги сами люблю, сами по себе. Но в варенье они тоже очень приятно и вкусно кушаются и выпиваются. Смотрите, друзья, значит, орешки на развес есть. Цена написана обычно тут, вот, но лучше переспрашивать. А также смотрите, что интересное, вот в этой корзинке, где все набросано, так как это в албанском стиле, имеется чай мале. Чай мале, он на самом деле весьма интересный, потому что это, знаете, чем-то напоминает какой-то вот иван-чай или подобное что-то ему. Может добавлять к черному чаю, скажем, и очень вкусно и полезно пьется. Ничего сверхъестественного вот в этом нет, но часто везут на сувениры. И хочу сказать, что в Албании чаи это какая-то вот как культура, в том плане, что нет, в основном все, конечно, пьют кофе, но очень много продается различных чаев. Травяных чаев. Травяных чаев. В качестве сувениров. Да, вот Что мы везем из Албании? Мы везем чай мале всегда. Классный сувенир. Кому-то вот хочется, если то, берите. Кого интересуют алкогольные напитки, конечно же, винный отдел есть. Цены, как вы видите, вот, допустим, такие, 2100 лек за бутылочку. Но смотрите, давайте я вам покажу самое интересное. Это, да, вот есть, опять же, разные товары, полный рандом. Опять же, нужно зачастую проверять цены. Не факт, что они являются истинной в последней инстанции. Но вот тут, опять же, никакой индикации нет цены. Ну, вот там написано что-то ручкой, да, 1200 лек. Зачастую у них продается вино отдельно в баклажках таких вот 5-литровых. Что-то сейчас я их, честно говоря, в этом хаза не вижу, зачастую они есть. Местное вино, обычно албанцы в ресторанах вот местное подают вино, вот, оно что-то я его сейчас пока не вижу. Итальянское, да, ну, как бы итальянское вино хорошее. Смотрите, какой кайф. Old Spice, можно нажать и плеснуть себя. Ой, только пыли тут немерено. Короче говоря, разные средства для ухода также есть. Кого интересует местная продукция в плане шоколадок, вот за 30 лек есть вот такие вот небольшие шоколадки. Ну, они очень жирные, хотя, в принципе, вкусные. Ну, вы сами понимаете, сколько там сахара, так что используйте с осторожностью. Итак, вот 30 лек, 25 лек – это стандартная цена.
Вот смотрите, друзья, что у нас стаканы тут есть. 1200 набор. То есть на втором этаже Хаза вот такая вот эстетика. Пожалуйста, есть все по большому-то счету. Ух ты, даже камин есть. Нифига себе. Только это бутафорский, да? Или настоящий? Бутафорский, но он греет. Написано, что он импортирован из Германии. $2000 примерно вот так вот, плюс-минус. Честно, я не знаю, зачем за эту цену нужен. Дальше идем, смотрим, что здесь у нас. Вилки, ложки. Все продолжается. Вся посуда. Вот 400 лек за такой вот чайничек. Цены вот обычно так налепливаются и все. 200 лек за такое. Напоминает какую-то советскую, знаете, комиссионку. Вот я в 90-х с родителями ходил. Вот такие вот комиссионки были, также все раскидано было. Но там был БУ товар, а тут типа новый. Но как-то так небрежно весь раскидан, что порой думаешь, то или я беру вообще новый товар, или что за ерунду. Также есть различная мебель, стульчики. А также заметил я, что за нами тут, в принципе, ходят, наблюдают, потому что вот в лучших советских традициях нужно за человеком ходить. Еще лучше по каждой комнате вот стульчик поставить, чтобы наблюдать за покупателями. Это я больше всего ненавижу. И обычно те магазины, где это происходит, я обычно никогда туда больше не прихожу. Вот. Конрад, допустим, у меня этим достал. Снимите рюкзак, покажите. Ненавижу такое. А вы, Катерина, что на этот счет думаете? Я это тоже не люблю, но не так остро воспринимаю. Не так остро. Вот. А Дмитрий вообще остро-остро. На столке похоже, что вот, да. Нет, это что-то вот для ламп. Что-то для лампы, да. Восточные лампы. Что-то индийское. Это масло, да. Прикольно. Тут просто от балды навален всякий хлам. Ничего, это не Икея, это албанская Икея. Вот, потом, естественно, лампы можно посмотреть, купить что-то себе из этого. Вот такие вот, друзья, дела. Значит, весь албанский колорит прямо тут. Вот лампы, что-то 7000 лет, плафон, 7000 лек, 5500 лек, пожалуйста, на выбор есть. Опять же, если вам нужны различные удлинители, то вот 900 лек, 1000 лек. Ну, это стандартная, знаете ли, цена за вот такой товар. Пошла мебель, 80 000 лек. Ребята, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, если вам интересно это видео. Просто очень-очень и это важно. Дальше идем смотреть. О, мягкие игрушки даже есть. И столы. Вот такой стул я уже покупал. Вот такой стул мне известен. Стоит что-то типа 2500 лек. Стол тоже в таком стиле, что 3000 лек, что ли, я не помню даже. В целом мебель стоит дороже. Вот, допустим, 45 000 лек стоит диванчик. 450 евро. То бишь. Дальше смотрим. Стульчик 12 000 лек. Казалось бы, что за стульчик? Что в нем такого? 15 000 лек, стулья вот такие вот кожаные. 150 евро. Ну, опять же, 150 евро за что? 700 лек. 7000 лек. 70 евро. Ну, вы сами видите, что вот такое здесь все. Навалено, разбирайтесь. Цены, честно говоря, очень рандомные, в том плане, что вы можете наверняка все это дело найти чуть подешевле в других местах. Но не сильно. Потому что, по моему опыту, значит, в Албании мебель очень дорогая. Смотрите, ребят, также есть электрические грили здесь у нас. Вот такая вот тематика. 21 000 лек. 200 евро за эту вот лабуду. Вообще ни разу я не понимаю, за что. То есть я в Америке цены видел пониже, чем вот здесь. Это как вообще понимать? Откуда у людей деньги, чтобы здесь что-то брать? Не могу понять. То есть вот такая вот Албания. Непонятная. 25 000 лек. Вот такой вот сабборд, насколько я понимаю. Да. То есть 250 евро, да? Большой, хороший. Ну, в принципе, стоит своих денег. Да. Лодка, такая вот подобную лодку, чуть-чуть меньше, я покупал за $50 в Америке. Здесь наверняка она стоит 200. Да, 25 000 лек. 250 евро. За что? 15 000 лек за вот такую ерунду. Ну, окей. Подобный стол в Америке я тоже покупал. И стоил он, ну, тоже где-то, да, $150. Это просто хлипкая ерунда. Картон, честно говоря, спрессованный, не более того, да? Ну, гардины, шторы, вон 6 000 лек. Всякая различная штука для дома различная. 8 000 лек за вот такой вот шкафчик. Что могу сказать? Вот за этот гробик 11 000 лек. Так, друзья, мы уже вышли с Хаза. И здесь вот магазин такой есть недалеко от него. Просто идет дальше по Трансбалканике идете и видите вот такую. Все по 160 лек. Ну и там стандарты, знаете, как бы мелочевка за копейки. У нас тоже довольно много таких магазинов. Ну, типа как фикс прайс, короче говоря. Вот. А вот здесь в Гае American Dental русскоязычные люди, проживающие в Аблёре, очень любят лечить зубы. И она действительно предоставляет очень хорошее качество, вплоть до того, что знакомые здесь протезирование осуществляли. Но не реклама ни разу, не рекламировала. Это не реклама, нет, это вообще не реклама. Я сама здесь удаляла зуб, и
цены вообще адекватные, ниже даже, чем в России. Когда мы въезжаем в Авлеру, мы въезжаем через Трансбалканику. То есть въезд в город на том конце Трансбалканики. И Трансбалканика – это основная магистраль. И, кроме всего прочего, это основная такая торговая улица. И здесь располагаются, кроме Хаса продуктового, вот этого оптового магазина, много-много магазинов там мебельных, стройматериалов, ковры, свет и автозаправочные станции, аптеки. И здесь находятся, кроме всего прочего, и какие-то клиники, и лаборатории. Можно сказать, что районы, инфраструктура вот этого района достаточно развита. Тут вот за Трансбалканикой в правую сторону, если идти, район большой такой, Чоли. И там много ходжевок, а за ходжевками начинается частный сектор. Мы про районы поговорим чуть-чуть позже. Но, в общем, достаточно, если встает выбор, где там приобрести жилье или снимать, то это тоже очень хороший район с развитой инфраструктурой. Дорогие друзья, когда вы приезжаете в Албанию, собственно говоря, у вас есть несколько разных опций, как попасть в Авлеру. Можно с аэропорта, допустим, Тираны, взять автобус Гермес Аэропорт, допустим, да, компании, и приехать в Авлеру буквально за 2 с чем-то часа. В принципе, хороший вариант, добрый. Моя личная проблема в том, что я видел несколько раз, что расписание не соблюдалось. А так вот, в принципе, расписание есть, и я его публикую. Вот люди даже приходят, что-то проверяют. Можно оплатить наличным, можно даже, по-моему, карта здесь внутри сказано. Но я карты не пробовал. Стоит 1500 лек на данный момент. Вот и все. А многие также едут на такси. Но такси, конечно, дороже. Но если с кем-то скооперируетесь, то будет дешевше. В аэропорт Тирана отсюда можно также поехать. У нас также автобусы стоят вот на дороге прямо тут. Зачастую гермесовские. Можно тут видеть. Есть также WhatsApp, с которым можно сконтактировать с ними. Но я вас сразу предупреждаю, что Албания и все-таки есть некоторый рандом. Поэтому свои планы лучше подстраивать под вот этот рандом. Честно говоря, у меня такое уже было даже в Грузии один раз, когда я какой-то шаттл-автобус взял с аэропорта. Когда человек буквально психовал из-за того, что вот там времени в обрез 3 часа остается, а не успевает доехать. Ну, я всегда в случае говорю, что, понимаете, что это страна южная, здесь вот такой менталитет, здесь ничего просто так не работает. Нужно пинать, подпинывать, помогать, сказать, словами, иногда хорошими, иногда плохими, вечно с кем-то коммуницировать. Албания — это про общение, про коммуникацию и про вечно такой вот... для интровертов это вечный стресс. Я вообще не знаю, как интровертам можно в Албании выжить. Это вообще нереально. Последний раз я добирался сюда, в Авлеру, и, честно говоря, я ждал 1,5 часа в машине. То есть водитель ждал, пока машина полностью заполнится. Чтобы все забито было, чтобы как сардельки. Притом водитель еще ходил, надоедал мне, чтобы я поставил рюкзак себе на ноги. Потому что вот так надо. Потому что, места нет, все забито. Wi-Fi еще тоже не было. Что еще одна проблема была, то что, какой-то ужас. Дима плохой полицейский, а я хороший полицейский. Я хочу сказать несколько слов в защиту компании Гермес, услугами которой я пользуюсь постоянно. Когда мне нужно добраться до аэропорта или наоборот из аэропорта приехать в Авлеру. В моем случае всегда автобусы шли по расписанию. Неважно, наполнился весь салон или не весь салон, или нас было только 3 человека в салоне. Такое тоже часто случалось. Когда отсюда я ехала, как-то раз я помню, что в салоне было только 3 человека, и нас пересадили просто в машину поменьше, в минивэн. И прекрасненько домчали нас за 2 часа до аэропорта. Остановку делают одну посередине дороги на заправочной станции, чтобы можно было сходить в туалет, кофе выпить. И что мне еще здесь нравится, здесь пока ожидаешь рейса своего, можно в кофейне рядышком поблизости кофейку выпить. Вот, кстати, мы видим людей, которые ждут своего рейса. То есть у меня с этой компанией был только исключительно положительный опыт. И вторая хорошенькая. Цены подорожали, как вы видите, тут обновлено. То есть на 100 лек все в целом подорожало за последнее время. Что-то за 100, что-то 1700-1800. Это у нас реберная. Здесь весьма неплохое мясо. Друзья, мы тут выпиваем вино.
Это белое, это не красное, пардон. Вот стоит 250 лек вот такой вот баклажка. Пол-литра. Пол-литра. Цена очень адекватная. Это домашнее вино албанское. Конечно, не ожидайте, что будет какое-то итальянское. Вот. А по ценам, видите сами, вот такое тут все меняется, все изменяется. Ну, в целом, 1000 лек за... Килограмм За килограмм свинины 1000 лек. 1000 лек. Да, килограмм свинины 1000 лек, в общем. Да, неплохо. Ну, в принципе, что, на 2 бокала и все. Сейчас принесут мясо. Принесли. Салат стоит 300 лек, вот этот вот хлеб бонусом. Вот, и все у нас как бы есть. Вот такой. Ну да. Хлеб вот такой поджаренный. Я бы даже сказал, порой пережаренный. Но вот имеется такое чудо, да. Ну, И очень вкусное оливковое ну, масло. а сам салат? Хорошо, оливковое масло вкусно, но сам салат, как бы, что здесь? Помидоры, огурцы. Огурцы есть? Салатные листья. Огурцов Нет, оливки. Огурцов нет, тут оливки чисто. Кстати говоря, вот принесли ребра. Естественно, наверху лимон. Угу. Да, свинина. И мы, естественно, по традиции албанской все это дело поливаем. Это не по-албански, это всегда так делается. Ну, хорошо, я это в других странах южных тоже встречал, а может быть, везде встречал, не знаю. Короче, это потом можно руки вытирать, на самом деле. Как бы это как вот лимонная эта жидкость. Приступим. Девчата уже поели, все уже сытые. Первая, вторая, это вот все красивенькая. Мне кажется, я еще год назад ее помню, вот это вот. Что-то мне... Какая красивая кошечка. И ты тоже. Ну вот, смотрите, вышло 1250, 300 салат, значит, вино 250 и, значит, 700 лек получилось мясо. 1250. Все? Обед на двоих. Обед на двоих. Прекрасно, я считаю. Это получается по 600 лек. С персоны. Да. С вином. С вином. Вот с этим вот в графинчике. Да. Которая очень быстро уходит. Реклама. Принтим, рекламаж. Все понятно? Все понятно. Все понятно. Кстати говоря, это знаменитое место, потому что вот тут вот раньше была заправка, и тут собака меня однажды укусила. Прям сильно укусила. Поэтому вот оно мне запомнилось. Очень даже. А теперь здесь разруха, и скоро будет, видимо, апартаменты в Лера Марина комплекс. Помидоры, овощи. Едешь ты в Албанию, но без Божьей помощи или с Божьей помощью, неважно. Смотрите, короче говоря, в Албании очень популярны вот такие вот мясные... Ой, какие мясные? Овощные ларьки. Мясные тоже популярны. Вот мы сейчас находимся прямо, буквально прошли до конца Трансбалканики, и вот тут у нас овощное. Часто здесь можно покупать овощи по очень хорошей цене. Прям вот приходите, ковыряйтесь, наковыриваете, что все хотите, там каждую там проверяете, а можно ковыряться. Потом все это в пакет засовываете туда, вот идете, платите на кассу, и все. И здесь вот еще напротив у нас вот есть такая же овощная лавка, но чуть подороже. Конкуренты, но при этом там чуть подороже, знаете ли. Все отличается, здесь цены отличаются довольно сильно, поэтому лучше анализировать. Самое худшее — это покупать в супермаркетах, потому что там цены будут порой чуть ли не на 30-40% больше. Каждое утро подвозят свежий товар на развал. Поэтому вот мы советуем здесь вам брать. 160 лек за это вот... За что? За сливы. Значит, 80 лек за... Стоп. Это 80 лек за огурцы. И помидоры сколько? Помидоры такая же цена, да, 80 лек. При этом они выглядят, конечно, менее презентабельно, чем казалось бы. Они должны выглядеть, но при этом они реально очень хорошие. Дынька здесь есть. Дынька тоже советую здесь брать, неплохо. Что там получается? За евро можно... Нет, подожди, 2 евро арбуз, нет? Что-то типа того? Да, 2 евро арбуз. Вот, 2 евро где-то арбуз получается вот в таком стиле. Вот, что еще здесь у нас есть? Виноградик есть, нектарины, да, что еще? И персики. Яблоки, да, все есть. Даже груши. Собирайте здесь сами, идете вот туда, платите на кассу. Так, Росман, немецкая сеть. Мы часто здесь покупаем всякие вещи. Значит, косметику, ну, не декоративную, а уходовую. Вот, косметика и, в общем-то, допустим, смотрите, допустим, взять можно крем для солнца, от солнца, пардон. Да. С этим... Со скидочкой 420 лек, нормально. 30 SPF и 900 лек за 50 SPF. Значит... Сейчас мы ищем фильтр для воды кувшинный. Да, фильтр для воды кувшинный — это целая дилемма. Здесь проблема. Не дилемма. Да, проблема. Вот всякие разные, то есть тоже крема. Сейчас посмотрим. Это обычный отдел, да, чисто вот посвященный солнцу. Ну вот зонтики можно. Уже не солнцу, уже дождям отдел. Так, это всякие электронные вещи. Шампуни. Шампунь сколько? 685 лек. Идем дальше. Щетки. Да, и известные бренды, и бренд самого магазина. Самопальные бренды.
Часто здесь покупают люди, которые только приезжают в Албанию, потому что здесь именно бренды известные. А вот в Хаса, скажем, там какие-то итальянские, что-то там такое, да, европейское. Вот, для, собственно говоря, для мытья. Чистящие всякие средства. Чистящие средства, да. Вот они, пожалуйста, здесь. Значит, здесь чаи, здесь всякие конфетки, тут батончики. Ну, батончики, честно говоря, цены такие себе. Ну, протеин, да, стоит недешево. 360 лек за такой батончик, это, конечно, цена ого-го. Ага. 400 лек вот за такой вот. Хоп. Многовато. И всякие примеси, по-моему, смеси всякие. Это протеиновые смеси, да. Протеиновые коктейли для спортсменов. Вот, если вы спортсмен, берите здесь что-нибудь. Друзья, пока сидим, ждем кофе, который уже минут 15 сидим, ждем, и который неизвестно, когда будет, потому что это албанский сервис, привыкайте, сервиса нет как бы. Вот, читаем книжку в Молире, примерно недолго от Трансбалканики пройтись, и будет кафе Молири. И вот, история СССР, смотрите, все последние тенденции российского развития здесь все описаны. Все движется только вот сюда. Леваки всего мира, объединяйтесь. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Сегодня мы в основном показали вам магазин Хаза, овощные лавки и прочее. Ну, то есть, в принципе, пошли в основном по Трансбалканике. Я не особый фанат Трансбалканики, скажу честно, потому что, ну, как бы там, на мой взгляд, не хватает кафешек, движухи и прочего. Скажем, Лунгомара обычно интереснее. И снова в противовес к Диминой ложке дегтя я хочу накидать большую бочку меда про Трансбалканику. Я живу недалеко от этого района, и меня Трансбалканика, наоборот, радует как раз обилием кафешек. Их там полно на каждом углу, эти кафешки, кофешопы. Очень хорошая развитая инфраструктура, магазинов много. Хаса, опять-таки, там самый большой, центральный, в 5 минутах ходьбы буквально от моего дома. Гермес, я подъезжаю прям практически к дому, офис Гермеса. Ну да, то есть Трансбалканика, я считаю, и в то же время я живу не прям на Трансбалканике, и у меня достаточно тихое место, я не слышу, как там ездит транспорт. Но сейчас мы находимся уже на Лунгомаре, непосредственно в начале этого, вот, и мы видим лодки видим, много лодок, и отсюда можно либо пойти на пляж, либо поехать на острова. То есть Сазанит, допустим, Карабурун и куда угодно. Кстати говоря, там раньше были военные базы различные. А сейчас там просто бункера заброшенные. Базы НАТО. Вот. Цены озвучь, Дим. Цены на что? На прогулки. Цены на прогулки, значит, если на катер взять на одного человека, будет примерно 25 евро. Если прокатиться вот там на стандартной такой туристической лодочке. Вот. Если взять частную, то будет дороже, но, в принципе, вам хватит, я думаю, и такой. Вы же у нас неприхотливые зрители, я надеюсь. 150-200 евро стоит 7-местная лодка? По-моему, да. Ну, вот, и вот из того, что мы рассуждаем, вот это примерно так стоит. Но нужно, опять же, идти вот на бульваре, там разные есть турофисы. И сюда пойти и спросить, там можно что-то обнаружить. Либо пошариться по форумам. Опять же, в Албании я советую вам не искать ни на сайтах, не бронировать на сайтах. Ничего, не бронируйте ничего в Албании на сайтах, потому что там вы ничего не найдете. Скорее всего, нужно решать на месте и там разбираться. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Смотрите, как красиво у нас. И будут новые видео еще про Албанию. Спрашивайте вопросы в комментариях. Пока. Районная администрация города Влёра. Конкретного района. Вот номер 4. Я так понимаю, это Чоли.